Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко, и наконец-таки мы добрались до западных берегов Крыма. Сегодня мы с вами посетим город Саки, Евпаторию и заночуем в прекрасном поселочке Штормовое. Там уже тоже открыли пляжи. В общем, сегодня будет невероятно интересный, насыщенный видеоролик. Я вас очень сильно прошу поддержать его своими большими пальцами вверх. Пишите свои комментарии, были ли вы в этих местах. Ну а мы с вами начинаем. Погнали! А начнем мы наше видео с одного поразительного, друзья, чудесного места. Это розовое озеро Сасык-Севаш. Оно является самым крупным и самым соленым на полуострове. А территориально оно расположено между городами Евпатория и Саки. Если вы находитесь в Крыму, то смело можете приезжать. Озеро уже, как вы видите, порозовело. Такая прям розовая вода, но она будет еще более насыщенней, когда будет стоять жаркая солнечная погода и не будет ветра, который нагоняет волну нам здесь небольшой и баламутит наш красивый цвет. Ну, в общем, друзья, я думаю, через недельку, через две, в конце июня смело приезжайте, и озеро прям будет насыщенно красивого цвета. Сделайте себе здесь просто невероятных фотографий. Само название озера с крымско-татарского переводится как «зловонная грязь». И это действительно так. Если вы возьмете грязь, то она имеет такой аромат. Но я был на озере Чакрак возле Керчи, там лечебная грязь в этом озере, и она тоже имеет такой неприятный, я вам скажу, стойкий аромат. Самым полезным компонентом в озере считается бета-каротин, друзья. Это прародитель известного витамина А. И, как всем известно, он укрепляет иммунитет. Поэтому купание в этом озере поможет вам оздоровиться. Но долго не находитесь, друзья, потому что длительные купания, они наоборот вам могут навредить. Соль в этом озере, она тоже имеет розовый оттенок, и она очень вкусная. Я лично пробовал, поэтому могу об этом смело говорить. Сам состав соли здесь уникален. В нем содержится целых 85 макро- и микроэлементов, в том числе йод и железо, натрий и калий, цинк, медь и марганец. Помимо пищевой промышленности, соль используется в косметологии и как лечебный продукт для борьбы с заболеваниями дыхательных путей, укрепления защитных сил организма. Еще один интересный факт: на озере полезно просто находиться, ведь воздух здесь целебный благодаря испарениям хлористого йода. День, проведенный на Сасык-Севаш, это отличная профилактика простудных, инфекционных и вирусных заболеваний. Поэтому, друзья, приезжайте сюда почаще, чтобы подлечиться и подышать этим, реально лечебным воздухом. Я сейчас хочу дойти до вот этого причала. На карте это отмечено как причал. На самом деле там нет никакого причала, и мы с вами сейчас пойдем по воде вон туда вдаль. Но я как приезжаю, всегда туда хожу. Очень интересно пройтись, тем более, чем дальше мы отойдем, тем озеро будет розовее. И вы уже увидите немного другой, насыщенный его цвет. За розовый цвет отвечает большая концентрация соли в озере, составляющая более 20%. Она создает условия для существования галофилов, микроорганизмов, которые обожают соль и наделяют воду оттенками красного. Также здесь есть бактерии, там, друзья, сложные названия, я вам не смогу их назвать, потому что я их не запомню. Но могу сказать, что эти виды и водоросли развиваются в экстремальных условиях, где наблюдаются высокие температуры и даже повышенное содержание аммиака и щелочей. И они хорошо здесь прижились. И благодаря этим бактериям, этим водорослям, вода имеет такой розоватый оттенок. Здесь вот она, пена. Жаль, что ветер дует не в нашу сторону. Обычно, когда ветер дует сюда, к берегу, то на берегу появляется очень много пены. Белой прям такой. И выглядит это прикольно. Но сегодня, к сожалению, ее здесь нет. Так, друзья, раньше мы доходили, но сейчас что-то я не могу идти, потому что ногу прям засасывает. Раньше здесь была дощечка, по которой свободно можно было пройти до конца этого пути. Сейчас я на нее не могу почему-то выйти. Здесь прям такая грязь. Не знаю, идти дальше нет. Сейчас попробую на ту сторону еще перейти.
И там попробуем. Может, нащупаем ее ногами. Но если нащупаем, дальше уже точно не пойду. Может, ее смыло как-то? Но раньше мы прям ходили по ней. Но не сегодня. Кстати, вода в озере очень теплая, прям как будто ее нагрели. Но это, видите, все зависит от глубины. И, друзья, я не могу просто идти. Еще и в этих тапочках их просто засасывает здесь в грязи. Короче, не знаю, будет ли вам оттуда что-то видно. Дальше я уже не дойду, к сожалению. Потому что, ну, нереально. Все, друзья, засосало мой тапок. Туда, короче, не идем. Тут уже муть начинается. Ё-моё. Не. Ушел. Так, друзья, у меня засосало ногу. Тут не было таких глубин раньше. Смотрите, провалитесь. Ух, ё. Тут раньше досточка была просто. А сейчас я и не нащупал. Так что смотрите аккуратно. Так, друзья, реально досточки нету здесь. Все, дальше. Вот что здесь лежит. Дальше не идем. У меня и шорты, и камера. Походу промокли. Новая. Не знаю, надеюсь, она будет работать. Все. В озеро это не идем. Лучше со стороны его поснимать. Как я теперь поеду мокрый в соленых шортах, я не представляю. Здесь еще такая повышенная концентрация соли в этом озере. Просто ужас. Так, камера. Походу минус. Так, друзья, камера выжила. Я дальше идти не рискнул. Вы видели, как я провалился реально? Там по пояс. Вон мужичок тоже пошел. Сейчас посмотрим, докуда он сможет дойти. Потому что я помню, в прошлом году мы спокойно ходили. Там был такой мостик деревянный. Но нет, он, смотрите, дошел до этих деревянных штучек. Ну все, дальше можно идти, вон как он. Ну нет, рисковать уже не будем. Чуть не утопил камеру, друзья. Оставались буквально миллиметры. Телефон намок, но телефон водонепроницаемый у меня, слава богу. Поэтому ему не страшна такая вода. Так, ну ладно, давайте еще посмотрим немного на это чудо Крыма, на Розовое озеро. Потому что это реально чудо Крыма. И я надеюсь, что сейчас вы увидите кадры с высоты птичьего полета, друзья. И мы с вами отправимся смотреть на набережную города Саки и на пляже. Что там вообще происходит уже в летнее время, когда начался курортный сезон. Есть ли там вообще отдыхающие, нету их. И интересно будет все это посмотреть. Так, в общем, друзья, пришел мыть ноги. Смотрите, не знаю, видно вам или нет, они уже блестят на солнце. Кристаллики соли на них образуются. Благо оказался мой подписчик, подарил мне баклажку воды, чтобы можно было помыть ноги. Еще видите, какие тапки. Ну, в общем, моемся и едем лучше на набережную.
Ну что, друзья, доехали мы до города Саки. Сейчас идем по набережной, которая проходит возле озера. Это относительно новая набережная. Несколько лет назад она только открылась. Ее сделали с нуля, можно сказать. Ну, сейчас пройдемся, посмотрим, что здесь изменилось, что улучшилось, может, что-то ухудшилось. В общем, как есть. Вон озеро, камыши растут. Здесь, кстати, что-то тоже восстанавливают. Видите, идут какие-то ремонтные работы. Но, как я понял, там какой-то стадион делают для детей. Там стадион «Авангард» находится. И вот, походу, его будут усовершенствовать, я так думаю. Посмотрите, как выросли уже здесь эти живые растения. Помните, когда-то мы здесь проходили, они были совсем маленькие. И мы еще так говорили, вот пройдут года, и здесь все будет в зелени стоять. Ну, практически все уже, вот оно в зелени стоит. Такой живой коридор, друзья. Ну, слушайте, выглядит очень необычно, очень красиво. И как я понимаю, это глициния, что ли? Очень похожие лепестки на растение глицинию. Было бы прикольно, если бы это была глициния, когда она цвела бы. Здесь было бы просто невероятно, все бы сюда приезжали фотографироваться. Но я думаю, что еще годик-полтора, и она полностью создаст здесь вот такой зеленый, живой коридор. Представляете, как будет круто, когда полностью вот это все оплетется этим растением. Оно сейчас уже выглядит как-то необычно. Так, давайте в эту сторону покажу. Вот, друзья, как это все выглядит. Очень интересно, конечно. Ну, молодцы, что такое сделали. Видите, растения здесь не погибли, прижились. Я вот смотрю, их поливают здесь даже. Ну и благодаря этому они до сих пор здесь растут. Также здесь на набережной было высажено множество деревьев. Вот они. Это ленкоранская акация. Она, кстати, тоже очень красиво цветет, таким розовым цветом. Но это во время цветения. Сейчас, пока она только расправила свои лепестки, стоит вся зелененькая. Ну и вот она набережная. Тут интересно, как-то к морю можно выйти? Потому что я не помню, друзья. К морю тут вроде бы очень далеко мне придется, если пешком идти. Не знаю. Просто уже время, видите, пока из Судака доедешь до Сак, уже полдня пройдет. А мне еще сегодня нужно заселиться. Я забронировал номер в Штормовом. Я просто не знаю, от Сак до Штормового сколько еще ехать. Еще где-то, наверное, около часа. Это аж за Евпаторию, мне туда куда-то ехать нужно. В общем, я помню, Штормовое, Мирный. Они рядом находятся, эти поселочки. Ну, видите, раньше в Штормовом же были закрыты пляжи, сейчас все открыто, сейчас там должно все работать. Ну и плюс я нашел там недорогой вариант жилья и решил вот так рвануть в эту сторону Крыма, потому что уже Судак много раз вам показывал новый свет, одно и то же, так сказать. А так мы хотя бы с вами выбрались куда-то в другую локацию, поменяли, так сказать, обстановку. Посмотрим и на эти берега Крыма. Что у нас происходит здесь. Беседки красивые здесь такие стоят. Так, я помню, там дальше розы такие плетущиеся были. Сейчас мы туда дойдем, посмотрим. Ой, друзья, тут в тенечке вообще кайфово. Заходишь в такую беседку, прикольно. Скамеек много. И тенечек от жары спасает. Так, тем временем, после соленого озера, мои шорты начали покрываться кристаллами. У меня вот тут очень натирает ногу, друзья. Прям как будто эти кристаллы ее режут. Видите, я не знаю, видно вам там или нет. Давайте приближу. Как это все переливается, блестит. Вот так я сейчас хожу. Вот, посмотрите. По городу Саки. Ужас, конечно. Нужно найти какой-нибудь магазинчик, купить себе шорты, потому что я не знаю, как я завтра буду с утра в Евпатории снимать в таких шортах, которые с солью пропитались. Эти-то я сегодня сейчас заселюсь, промою под пресной водой. Но не факт, что они успеют высохнуть у меня до завтра. Хотя погода жаркая, ночи тоже жаркие, может и высохнут. В общем, посмотрим. Но в любом случае нужно какие-то
легкие шорты себе будет приобрести где-то здесь. Набережная широкая, просторная. Здесь, конечно, прикольно кататься на самокате, либо вот так на скутере. Видите, как люди катаются здесь. Кстати, вон там, если прямо поехать, вы тоже упретесь в Розовое озеро. Если вдруг на Сысык-Севаш не хотите ехать, то можно приехать сюда на набережную и просто по ровненькой дороге, по плитке прогуляться до Розового озера. Ну, такое же цветом именно, но по размерам, естественно, здесь меньше озера. Сейчас дойдем до конца, там в конце есть пляж. И там обычно люди обмазываются вот этой лечебной грязью, специально сюда приезжают из различных уголков нашей страны, но здесь считается очень лечебная грязь. Лечит разные кожные заболевания. Если у вас суставы болят, то нужно сюда приезжать. Но, конечно, друзья, сами ни в коем случае не намазывайтесь, потому что нужно вам сходить к доктору, который объяснит, как правильно это делать. Нужно обследоваться, сдать анализы, и вам потом уже скажут, допустим, 3 минуты, 5 минут, 15 минут. Потому что если долго держать эту намазанную грязь, она может вам навредить. Поэтому смотрите, будьте внимательны и аккуратны. Так, да здесь реально вот стадион будут делать. Походу будут менять, видите, трибуны, покрытие будет у стадиона новенькое, или что это? Ну да, друзья, вот тут находится стадион «Авангард». Здесь какие-то работы ведутся. Но если будет новый стадион, будет вообще прикольно тогда. Санаторий Сакрополь. Здесь я был, когда ездил в пресс-тур. Мне там понравилось. Там тоже очень много различных процедур делают. Но тут именно едут те, кто хочет оздоровиться. Потому что у них там свой медицинский центр. И там чего только не делают, друзья. Очень много у них различных процедур. Так, ну, куда нам идти? Здесь прикольно, наверное, прогуляться вечером, когда включается подсветка. Вон я вижу, уже розы цветут. Сейчас подойдем к ним поближе. Я помню, тут где-то еще такие озера были. Но это чуть дальше туда. Ну, давайте не спеша вот так прогуляемся. Так, вот здесь какие-то работы ведутся. Что они делают, непонятно только. Щебень зачем-то завезли сюда. Так, давайте сюда свернем. Не, ну набережную сделаю прикольную, конечно. В Саках. Но за ней нужно следить. Видите, тут в этом году, к сожалению, не покрасили. Вот она облезает, эти колонны. Видимо, здесь не следят. Даже нужно все поддерживать в таком состоянии, как сделали. Ух ты, как красиво! Смотрите, друзья, тут видите, пустили тоже это растение, которое оплетает. И становится вот таким зеленым все. Очень красиво. Ну, ждем, когда оно полностью доберется до вершины, когда здесь все обрастет. Тогда будет прям вообще круто. А я хочу свернуть вот сюда, потому что здесь розы. Очень много роз. И они сейчас все в цвету, различных цветов. Выглядит тоже красиво. Вот, друзья, посмотрите. Это розы тоже плетутся. Видите, их наверх прям заплетают туда по колонне. В будущем они здесь будут везде. Но очень бы этого хотелось. Потому что я обожаю розы и хотел бы видеть их больше в Крыму. Они прям радуют. И здесь вот такие скамеечки. Вы сидите, дышите этим лечебным воздухом, еще и с ароматом крымской розы. А что может быть лучше этого, я даже не представляю. Да, друзья, смотрите, какие пышные здесь бутоны прям. Очень красиво. Да, красота. Что здесь еще сказать? Ну и здесь такая же арка,
Тоже 4 скамеечки. И тоже вокруг все в розах. Вот таких больших бутонов. Посмотрите, огромные. Так, идемте дальше с вами. Я вижу, что-то фиолетовое цветет. Неужели это уже лаванда в саках расцвела? Это что, я вам показал первую цветущую лаванду в этом году? Да, друзья, это лаванда. Сейчас я по запаху определю это. А ну-ка. Да, друзья, все. Вот она, лаванда, расцвела у нас в Крыму. Скоро нужно будет ехать на лавандовые поля, показывать. Но еще, видите, рано она еще не полностью раскрылась. Только-только начинает. Но выглядит прикольно. Так, и с этой стороны тоже много лаванды. Так, давайте приблизим ее, как-то сфокусируем, чтобы вы смогли рассмотреть. Вот, друзья. Но лаванда тоже смотрится шикарно. Я тоже бы побольше высадить по Крыму. Здесь вот такой фонтан. Но фонтаны почему-то еще не включили. Хотя я помню, он был раньше с водой. В прошлом году. Так, ну ладно, идемте дальше. Так, друзья, как нам пойти? Там вон и розы, и детские площадки. Нужно же вам полностью все показать здесь. И деревья. Это вишня. Вот вишню высадили. Аллея вишен. Вот, друзья, детская площадка. Ну, тоже шикарная. Много качель, аттракционы, мягкое покрытие. Что еще нужно детям? Все это на берегу озера с лечебным воздухом. Ну, город Саки известный тем, что сюда ездят на оздоровление. Вот такой курорт. Так, давайте туда зайдем. Ну, конечно, клумбы еще бы до конца вот привести в порядок, потому что некоторые клумбы, видите, просто стоят пустые, где ничего не высажено. Ну, а те, которые уже облагородили, они прям красиво смотрятся. Вот эти клумбы перекопали с этой стороны, скорее всего, на днях что-то здесь высадят. Ну, либо уже ближе к осени всем этим будут заниматься. Так, здесь розы. Взгляните на это. Ой-ой-ой, друзья, сколько. Тут как в Никитском ботаническом саду огромное количество различных сортов роз разного окраса. И белые, и желтые, и розовые, прям бордовые, фиолетовые. Есть на любой вкус. Но видите, розы уже по чуть-чуть отцветают. Уже все. Так, вода здесь в фонтане есть, но почему-то он не работает. Возможно, вечером включат. Не знаю. Жаль, что фонтанчики здесь не работают. Хотелось бы посмотреть, как они работают. Так, вот тут розы еще не отцвели. Они прямо сейчас в таком пике цветения, друзья. Ну вот посмотрите, как красиво все это выглядит. Вот таких клумб, я считаю, Крыму нужно побольше. И в каждом городе, даже в небольших городах, в каких-нибудь поселках, селах тоже высаживать розы. Потому что, ну, они смотрятся невероятно красиво. Они всегда в тему, так сказать. Ну, вот за розы реально огромнейшее спасибо. Это прям безумно красиво. Здесь какие-то необычные тоже вот цветочки. Снова лаванда. Вот она, друзья. Здесь лаванда. И здесь, видите, такое небольшое поле лаванды. Прикольно. Так, мне интересно, увидим ли мы там людей, намазанных грязью. Уже скоро дойдем до этого пляжа. Так, здесь еще из колонок, я не вижу, где эти колонки, но играет такая успокаивающая музыка, как для медитации. Вот я надеюсь, что авторское право мне за нее не прилетит. То придется много всего вырезать мне из видео. Еще лаванда.
Вот, два лавандовых таких поля. Здесь какой-то сорт. Что это вообще за сорт? Это розы такие? Ну да, друзья, тоже необычные розы. Посмотрите на эти цветы. Так, ну, красиво, что сказать. Розы, конечно, решают. Смотришь на эту красоту и просто восхищаешься. Так, ну, я уже немного подхожу. Вижу уже людей, которые стоят в озере, набирают грязь. Но видите, там от берега нужно метров 60, наверное, отойти, чтобы набрать этой лечебной грязи. Некоторые даже домой увозят, набирают здесь в бутылки, и все это домой возят, и дома потом лечатся, обтираются ею. Так, а вам отсюда, наверное, не будет видно, а как туда? Бля, никак не спуститься, друзья. Нужно дальше нам еще пройтись. Сейчас постараюсь приблизить, но вам не будет видно. Видите, где мужчина стоит в озере, очень далеко от берега. Ему там по колено всего лишь. Вот там есть лечебная грязь. Так, ну, пойдемте дальше. Сейчас мы прям туда, к пляжу дойдем. Спустимся, посмотрим. Но вообще одной из самых лечебных вообще грязей в Крыму считается грязь озера Чакрак, друзья, которая в Керчи. Не только в Крыму, вообще там чуть ли не во всем мире. Почитайте информацию, это не знаю, насколько правда, но в интернете так написано, что там реально одна из таких лечащих грязей находится. Так, доходим мы до таких небольших озер. Тут установили фламинго, даже вон они стоят. Прикольно. Сейчас покажу вам. Вот такие фламинги, но что вода здесь в озере пересохла. Кто не в курсе, в Крым реально прилетают фламинго живые на озера. Но в основном они это делают зимой. Не знаю, когда-нибудь мы с вами обязательно встретим этих удивительных птиц в Крыму и снимем их на видео. Но это мечта, конечно. Кстати, розовый фламинго на озере в Крыму. Как такое снять? Было бы очень здорово. Еще детская площадка. Ну, территория здесь большая, есть где разгуляться. Конечно. Сосны повысаживают. О, оливковая, то есть оливковая аллея даже есть. А я ее раньше не замечал. Давайте сейчас пройдемся по оливковой аллее, друзья. А чем мы ее раньше не видели с вами? Слушайте. Выглядит очень прикольно. Вот она с этой стороны. Это же оливки. Блин, а может и не оливки. Но в любом случае похоже на оливки. Вот такие деревья. Вот они. Ну, молодые еще. Прикольно. Вот здесь, видите, такие шезлонги, где люди отдыхают, загорают. Ой, аккуратно. И дышат этим воздухом. Оздоравливаются. Ну, в общем, Саки прекрасный город. И, кстати, важная очень деталь. Для инвалидов, для маломобильных людей здесь все продумано. Меня вот в комментариях спрашивали: Александр, посоветуй город для человека с коляской. То вот, друзья, город Саки, либо Евпатория я могу вот рекомендовать, потому что здесь, в этих городах, реально все продумано. И спуски на пляже, и набережные, вот эти все бордюры можно проехать на коляске. Поэтому, кто спрашивал, вот вам такая информация. Так, ну здесь парковка, сюда можно на машине было доехать, если бы она у нас была. Давайте выйдем. Здравствуйте, можно, конечно, давайте. Так, только я в таком виде после соли. После озера, давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы ваши подписчики. Супер. Спасибо. Откуда вы? Мы вообще из Москвы, но переехали жить в Саки. На ПМЖ, да? На ПМЖ. И как вам нравится тут? Очень. Все замечательно, Очень отлично. Вот наши дети. Ага, привет. Здравствуйте.
Из-за детей переехали, потому что море, солнце, лечебное озеро. Мгм. Все замечательно. Ну, здорово. Смотрим вас. Спасибо вам большое. Очень любим вас. Спасибо. Очень Процветания приятно. вашему каналу. Давайте, счастливо. Вам тоже всего хорошего. Пока. Сейчас, думаю, увидимся, раз тут живете. Вот так, друзья, люди, видите, переезжают на ПМЖ сюда, в город Саки. Ну, молодцы. Говорят, что все нравится. Лечебный воздух, лечебное озеро, грязь. Вот так и надо. Вот, друзья, здесь в конце набережной. А это даже не конец, ее дальше что ли сделали? Либо я дальше никогда не ходил. Потому что там, видите, продолжение еще есть. В общем, вот здесь спуск на пляж. Так, а вот и магазинчики какие-то. Крымская косметика. Нам бы магазинчик с одеждой, где шорты можно купить. Было бы прикольно. Не, ну там еда и все. И косметика. Печально. Ну, в общем, друзья, вот спуск на пляж. Сюда приходите и идете потом по озеру за лечебной грязью. Видите, вот так люди ходят, обмазываются ею. Здесь сюда такой запах прям стойкий стоит от этой грязи. Ну, в общем, туда уже не пойдем. Ну, просто, друзья, нужно очень-очень туда далеко пройти. Здесь глубина мелкая, но грязь лечебная вон там далеко находится. В общем, друзья, вот такая небольшая прогулка по набережной в городе Саки. Я, честно говоря, сегодня устал от дороги, поэтому я предлагаю нам отправиться в Штормовое, заселиться, искупаться в душе и выйти просто на пляж, встречать закат солнца. А завтра уже с утречка с новыми силами я отправлюсь в город Евпаторию, и там мы уже с вами конкретно походим по красивейшим местам, по достопримечательностям, по пляжам. И, возможно, на обратном пути мы все-таки заедем еще и в город Саки, чтобы также пройтись по пляжам, которые на море здесь находятся. Все, перемещаемся в Штормовое. Ну что, друзья, мы уже переместились в следующий день. Сейчас я нахожусь в поселке Штормовое. Вчера, конечно, был такой сумбурный день. Я с дороги полез в это озеро, намочил полностью всю свою одежду. А это самое соленое озеро, и она просто начала высыхать, и соль превращается в вот эти, друзья, кристаллы. В общем, ходить было максимально некомфортно. Нашел себе шортики, купил их. Ту одежду я постирал, она там сохнет, висит. Но, в общем, я сегодня выспался, у меня чудесное настроение. Сейчас буду вам показывать сам поселочек и его пляжи. Почему именно Штормовое? Потому что я здесь не был года 2 назад. А когда последний раз я здесь снимал видео, я хотел здесь остановиться с ночевкой, поночевать именно в этом месте. Сегодня мы здесь, покажу вам пляжи. Ну и плюс новость, друзья. В Штормовом открыли пляжи. До этого они, насколько я знаю, были закрыты. И я в интернете увидел, что пляжи в Штормовом теперь открыты. Можно сюда ехать на отдых. Поэтому я приехал показать вам пляжи. Здесь белый песочек, спокойное, чистейшее море. В общем, настоящий релакс. Ладно, погнали на пляж. Ну и заодно покажу вам номер, где я остановился. Я остановился прямо на первой линии. Вот моя гостиница. И вот я выхожу, сразу на пляж попадаю. И вот оно, море передо мной. Все, погнали смотреть. На въезде в поселок Штормовое вас будет встречать вот такая стела. Я люблю Штормовое. Кстати, стоит заметить, что в сам поселочек сделали новую дорогу. Когда я последний раз был, мы ехали по какой-то там убитой дороге, по кочкам. А сейчас тут просто идеальный асфальт, друзья. Быстро так доехали. Вот такая стела. Ну и по сути это центральная улица. И она выходит прямиком на пляж, куда мы, собственно говоря, и отправимся. Я специально сюда с утречка вышел, чтобы пройти, немного вам еще поселок показать. Все здесь ухожено, все чистенько, мне очень нравится. Тут сосны, смотрите, какие уже выросли. Когда я был последний раз, их вроде бы в то время только высадили. И очень радует то, что в этом климате они прижились. Видите, стоят все зелененькие, новые росточки уже вон пустили. Чувствуют себя здесь замечательно.
Но я считаю, что это здорово. Сейчас пойдем, покажу вам обзор своего номера, своего отеля. И, наверное, искупаемся обязательно. Замеряем температуру воды в море. Интересно, здесь температура воды теплее, чем у нас в Судаке, либо нет? Но я думаю, что да, потому что здесь заход в море помельче. Здесь песчаные пляжи, которые идеально подойдут для отдыха с детьми. Ну и за счет того, что глубина не сразу большая, вода должна прогреваться быстрее. Ну, не факт, конечно, поэтому сравним. Ну и температура воздуха сегодня около плюс 30-33 градусов. Очень жарко уже. Уже все, друзья, наступило лето в Крыму. Ходить уже достаточно сложно. Я особо жару не переношу. Мне вот нужно сидеть либо в море, либо на пляже в тенечке. А вот так ходить сложновато. Так, ну, друзья, здесь просто будет вот так центральная улица идти. Давайте, если будет что-то видеть интересное, там уже включусь вам. Так, ну а мы уже с вами подходим до автостанции. Пожалуй, это самая миниатюрная автостанция в Крыму, которую я видел, друзья. Вот она, так выглядит. Так, здесь какая-то скульптура с любовью к морю и людям. Музей «Морские курьезы». Вот такого краба здесь установили. А там что, волна за ним и медуза. Ага, да. Ну, прикольная скульптура, необычная. И вот, друзья, можно сказать, что вот это есть автостанция. Да, автокасса «Штормовое». Вот сюда вас привезет автобус, если вы будете ехать на автобусе. Давайте расписание глянем, вдруг кому-то будет интересно. Ну, в основном из Евпатории все автобусы ходят. А нет, тут вот отовсюду, из Симферополя даже. Ну, как-то так, друзья. Можно уехать куда хотите. Ладно, идемте дальше с вами. Так, смотрите, закончилась та аллея, где высадили сосны. Дальше идут вот такие деревья. Здесь уже скамеечки в теньке. Можно присесть и посидеть. Как раз в жаре то, что надо. Ну, кстати, у них такая прикольная планировка. Вот видите, по центру идет пешеходная зона. Слева и справа получается автомобильная дорога. И здесь такая парковая зона. Еще какая-то скульптура. Ну, кстати, здесь реально нужно установить побольше каких-нибудь скульптур в этом парке, потому что, ну, места много позволяет это сделать. Сам поселочек небольшой, уютный такой. Я не знаю, меня больше привлекают вот такие небольшие поселочки, где-то вообще вдали от цивилизации. Но если вы смотрели мои видеоролики последние, как я кайфую в таких местах, мне лучше остановиться вот в таком поселке, где нет шума вот этих кучу машин проезжающих, где будет тишина и спокойствие, чем остановиться в каком-то большом крупном городе, где постоянный шум, гам, машины носятся. А так кайфово идешь себе, наслаждаешься. Так, здесь даже есть, видите, пятиэтажные дома. Наверное, квартирки здесь даются. Но если останавливаться уже, то лучше, конечно, возле моря, чтобы вам никуда не ходить, вот только вы и море, как это сделал я сегодня. Потому что я хочу видеть из своего окошка море, чтобы оно было прям в шаговой доступности. Сделал 20 шагов, и ты уже на море. Вот это кайф. Это настоящий отдых, я считаю. Так, ну сейчас еще, друзья, немножечко потусим в Штормовом, покупаемся здесь, позагораем на пляже и, наверное, поеду в Евпаторию. Пройдемся по Евпатории еще, по набережной, потому что в Евпатории тоже давненько не был. Интересно, что там изменилось.
Так, друзья, кафе, столовые, магазины, все это здесь присутствует, все работает, поэтому голодными вы здесь точно не останетесь. И где покушать есть. Да, и на самом берегу там есть тоже заведения, в которых можно будет перекусить. Так, ну здесь видно тоже парковая зона, она более такая уже современная. Видите, здесь зеленые газончики, плитка, ее прям недавно, я смотрю, сделали, потому что я у себя в памяти не могу вспомнить конкретно вот эту зону. Вроде бы ее не было. А может, я просто ошибаюсь, потому что я здесь не был 2 года. Уже не вспомнить. Но с зелеными газончиками выглядит прям свежо. Деревья здесь тоже повысаживали. Ну, видите, Крым развивается. Очень я рад этому, что даже вот такие маленькие поселочки развиваются. Не только какие-то крупные города, но и даже вот такие поселки, друзья. Так, здесь какой-то якорь огромный. Вот в такой морской тематике украсить эту аллею было бы вообще здорово. Вот такие якоря, что-то связано с кораблями. Было бы круто. Смотрите, какой гигантский якорь просто. Интересно, сколько он весит. Жаль, что нет никакой информационной таблички, чтобы прочитать, на каком судне был этот якорь. Это же, скорее всего, был когда-то рабочий якорь. Да, друзья, огромный. Так, а что здесь у нас? А нет, там что-то вон висит, но она затертая. Сейчас я постараюсь прочитать, потому что мне прям очень интересно. Блин, друзья, стертая информация. Этот якорь был поднят 23 июля 1987 года. Расследование проводила экспедиция подводных историко-археологических исследований. И все, дальше стерто. К сожалению, непонятно с какого корабля, но в 1987 году его достали. Представляете? Прикольно. Так, а здесь фонтан. Мы его не включили пока еще. Но выглядит тоже интересно в виде такой амфоры. Так, друзья, сейчас только 8 часов утра, если что, поэтому, скорее всего, все еще будет закрыто. Кафешка вот тоже здесь расположена. Кафе «Лето» называется. Ну, с виду такая уютненькая. Ладно, идемте с вами далее. Прогуляемся. Здесь какая-то скульптура из дерева вырезана. Но тут какая-то страшная. Это повар. На нем на фартухе написано «Штормовое». Так, надеюсь, этот повар не готовит в этой кафешке. Ой, прошли вон там на стене, видите, написано «Новгород» и церковь. Так, а почему Новгород, интересно? Не знаю, ладно. Идемте дальше. Так, ну что, друзья, добрались мы уже до моей гостиницы, где я остановился. Тут вот прямо во дворе есть парковка для ваших автомобилей. Так громко не будем разговаривать, потому что еще утро, люди еще спят. Здесь уже есть первые отдыхающие. А может и не первый, я тут первый. Ну, в общем, вот такая уютная гостиница прямо на берегу моря. Вообще кайф. Чтобы вы понимали, вот он пляж сразу. Сейчас я поднимусь, у меня на 2-м этаже номер. Покажу вам местность, чтобы вы видели, где я расположился. Ну, давайте немного территории. Столики, стулья. Здесь можно перекусить, либо заказать уже обед. Вам тут приготовят, накормят вас. Ну, все чистенько, все уютно. И самое главное, номера здесь стоят недорого. Если сравнивать вот с этой гостиницей, я посмотрел в интернете, там вообще от 10 тысяч, друзья, номер. Так, ну все сейчас спросят, какая цена здесь, друзья. Здесь я снимаю за 3000 в сутки. Ниже цены, мне кажется, вы не найдете в первой линии сейчас. Так, ну, пойдемте смотреть обзор номера. Нам нужно подняться вон туда. Ой, ласточка, ты что падаешь? На 2-й этаж. Вот такой вид, друзья, со 2-го этажа. У меня получится самый крайний номер. Вот он.
И чтобы вы понимали, вот дальше уже гостиниц нету. Дальше идет пляж, куда мы сейчас с вами и отправимся нырять. Но для начала небольшой вам рум-тур. Вот так выглядит номер внутри, друзья. Сильно не смотрите на бардак, потому что я здесь уже поспал целую ночь, поэтому кровать будет не заправлена. В принципе, есть все необходимое: кондиционер, холодильник, телевизор. И для меня самое главное, это чтобы рядом было море. А здесь, смотрите, вот он, вид из окошка, и вот оно, море, море. Там уже люди купаются, не спится им с утра. Ну, вот такой, друзья, номер. Все чистенько, все уютно, ухожено. Но тут, видите, одна большая кровать и есть одна еще вот такая. В принципе, втроем здесь даже можно. Семья получается. 2 взрослых и ребенок. Ну, либо если у вас компания идет, то 3 взрослых можно заселиться. Телевизор, холодильник, чайник. Ну и ванная комната. Так, здесь вытяжка жужжит, когда открываешь, когда включаешь, точнее, свет. Вот такая ванная комната. Ну, после моря пришли, искупались, легли и отдыхаете. Ну, вообще, если здесь живешь, я бы на море просто лежал, загорал и отдыхал бы. Приходил сюда бы только ночью спать. Так, давайте вид. Выйдем на наш балкончик. Ну вот, друзья, вот так выглядит пляж в Штормовом. Вот эти кафешки здесь что? И крымские чебуреки, и шаурма, пицца, и суши, что угодно можете себе заказать. Я предлагаю нам спуститься и отправиться уже на пляж, посмотреть на море. Так, друзья, я знаю, вы меня по-любому будете в комментариях спрашивать, как всегда вы это делаете. Александр, контакты хозяев оставь, поэтому оставляю вам сразу вот здесь номер телефона. Всю информацию, если вам что-то интересно, за Штормовое, за цены, за свободные даты, звоните, узнавайте по этому номеру, потому что я ничего не знаю. Вот на сегодняшний день номер стоит 3000 рублей. Возможно, в сезон, в августе, там уже будет немного другая цена. Но я спросил, вряд ли она сильно поднимется, максимум там 4000 рублей, 3-4000 рублей. Но в любом случае звоните и сами все узнавайте, если вдруг захотите остановиться здесь, в Штормовом. Так, мне нужно взять полотенчик, потому что я сейчас хочу пойти, занырнуть, искупаться, и мы сейчас узнаем, какова же температура воды на западном побережье Крыма. Теплее она здесь, чем у нас на восточном, либо холоднее. Но судя по погоде, мне жарко даже вот так ходить. Я думаю, что здесь будет вода в море намного теплее, чем у нас. Ну что, друзья, мы с вами вышли на пляж в поселке Штормовое. Посмотрите, какой здесь беленький песочек. Ну, тут есть тоже на пляже вот где покушать, но еще рано утром они не открылись. Ждем, когда откроются, возможно, что-то перекусим. Переодевалки, есть вот бесплатный душ с пресной водой, где после моря уже можно окунуться будет. Сейчас проверим, есть ли тут вода вообще. Так. Да, друзья, вода присутствует. Это уже хорошо. Так, ну пойдемте посмотрим на само море. Пляжи здесь очень широкие, просторные. И цвет у моря такой, как будто мы на Мальдивах. Крымские Мальдивы, друзья. Ну, тут, как и в Судаке, у нас даются в аренду вот такие домики с мягкими матрасами, где можно чилить целый день. Честно сказать, я бы набрался еды, воды, и вот здесь бы остался сегодня бы на целый день вот в такой беседке. Кайфово выглядит. Ну и плюс там тенек. Так, друзья, ну и, собственно говоря, пляж в морском, хотел сказать, пляж в Штормовом. Какая лазурная водица. Вот это кайф. Я уже очень хочу окунуться. Так, если что, вдруг на пляже это просто водоросли. А то будут писать мазут. Мазута, друзья, нет. Вот они, сухие водоросли, которые выносят здесь прибоем. Вода очень чистая. Смотрите на эту красоту, друзья. Очень хочется занырнуть. Ну, и люди уже здесь с утречка выходят, купаются, отдыхают. Кайф. Так, ну что, я предлагаю нам тоже сейчас окунуться в море и замерить температуру воды.
Ну и постараюсь сделать еще подводную съемку, покажу вам, что там вообще происходит сейчас на дне. Что, друзья, идемте с вами нырять. Реально какие-то крымские Мальдивы. Посмотрите, какая вода, какой цвет у водицы. Просто нереально. Но по ощущениям теплее, чем в Судаке. Потому что у меня, когда я последний раз купался, я на рассвете купался, у меня аж ноги сводило. А здесь прям вот комфортно. Так, ну что, идемте. Видите, ну здесь глубина маленькая, мы уже сколько отошли от берега. Ох, друзья, я не знаю, видно вам или нет, какое здесь шикарное песчаное дно. Просто кайф. Реально Мальдивы. Даже круче, какие-то Мальдивы. Это наш Крым. Ох, друзья. Так, я сейчас окунусь, потом возьму камеру, которая снимает под водой, и покажу вам дно. Потому что оно здесь очень красиво. Вот эти песчаные такие дюны именно под водой. Кайф. Ну что, давайте окунемся. Я не знаю, это просто райское место. Теперь я понимаю людей, которые едут в Евпаторию, либо в Штормовое, в Поповку, в эти места, на этот берег Крыма. Потому что, ну, друзья, здесь реально одни из лучших пляжей Крыма. Особенно для тех, кто обожает песочек. Ну, здесь море и песок. И песок беленький, кайф. Так, ну что, я окунаюсь. Так, мы уже тут далеко так от берега отошли, мне уже страшно становится. А глубина вот чуть выше пояса только. А люди аж вон где с детьми. Как там, вам их видно, не видно, не знаю. Они уже далеко прямо отошли. Так, раз, два, три. На самом деле, водица прохладная, градусов 19-20, я думаю. Ныряем. Ой, друзья, ощущаю себя реально в раю. Жить в Крыму круто. Просто кайф, наслаждение. Пляжи потрясающие в Штормовом, не знаю, мне очень нравится. Так, ну я предлагаю нам сейчас погрузиться под воду и вам тоже. И посмотреть на вот это песчаное дно, но уже под водой, друзья. Это такой кайф. Ну, кстати, вот к воде привыкаешь и все. Не хочется отсюда теперь выходить даже. Вообще супер. О. Тут можно еще дальше идти. Я не знаю, до куда можно дойти вот так пешком. Но для детей эти пляжи будут максимально идеальные. Потому что нет вот такой резкой глубины, как на южном берегу. У нас сразу глубина начинается. И здесь за счет белого песка вот такой лазурный цвет у воды получается. Ну что, друзья, я предлагаю нам прямо сейчас погрузиться под воду и посмотреть на эту красоту. Погнали, ныряем!
Так, друзья, все это время, пока я плавал, у меня здесь был погружен под воду термометр. Только я его теперь не могу найти. Где-то вот здесь, я его не вижу. Где он? А, все, нашел. Сейчас мы узнаем, какая температура воды в море штормовом. Ну, по ощущениям, реально уже комфортная для купания. Вот он, термометр. Так, достаем и сразу смотрим, друзья. И температура воды. Вы это видите? Так, как вам показать? Вот. Чуть больше 20 градусов. Ну, 20 с половиной где-то. Возможно, даже 21. Нет, не 21. 20 с половиной. Ну, округлим до 20, короче. Плюс 20 градусов, друзья, температура воды вот здесь. В принципе, вот идеально. И такая чистая водица здесь, ну это просто реально рай. Поэтому уже можно смело ехать в Крым на отдых, купаться в тепленьком море и кайфовать. Ну что, друзья, искупались с вами на море. Водица очень реально теплая, уже комфортная. Мне безумно понравился пляж. Мне кажется, это вообще одни из лучших пляжей Крыма. Вот этот беленький песочек, лазурная вода. Просто кайфуешь. Честно бы, если бы не съемки видеоролика, я бы здесь провел целый день. Но, чтобы вам побольше показать, нужно ехать дальше, снимать Евпаторию, а так не хочется. Ну, в общем, штормовой однозначно могу вам рекомендовать. Шикарный пляж, шикарное море. Поэтому приезжайте, не пожалеете. Тут вам реально понравится. Ну что, друзья, настало время, нам пора уже выезжать, ехать дальше, снимать видео. Честно, я вот здесь сидел бы на этом балкончике, никуда бы не ехал, вообще не хочу. Вот оно, сидишь, смотришь на море. Кстати, людей уже прям довольно-таки много прибавилось. Сейчас еще разочек сходим на пляж, посмотрим обстановку. И, думаю, уже поедем дальше в Евпаторию. Ну что, давайте еще выйдем, наверное, к морю, покажу вам, потому что людей столько много. Тут и на машинах приезжали. Оказывается, тут популярные пляжи в штормовом. Все, друзья, еще разочек показываю вам пляжи. И мы с вами отправляемся в Евпаторию и потом в Судак. Честно сказать, я уже соскучился за Судаком. Вот у меня не было там сколько день, а я уже очень сильно соскучился. Интересно, как там Муся, кормят ли ее, либо не кормят. Но приеду, кстати, покажу в этом ролике в конце, как она меня будет встречать. Если будет, конечно. Так, друзья, сейчас еще посмотрим, какие здесь есть номера. Я спросился, можно ли поснимать. Разрешили. Покажу, вот куда машины прям подъезжают. Видите, машин достаточно тут много. И вот сюда едут. Некоторые уже с пляжей даже идут. Ну, вот дворик, где я остановился. Я, получается, вон там в крайнем номере живу. Так, давайте глянем, что здесь в номерах у нас. Так, ну тут номер намного больше, чем у меня, я вам скажу. Посмотрите, номер громадный. Тоже телевизор, холодильничек, кондиционер, ну и ванная комната. Номера такие простые, ну а что еще нужно, друзья, для отдыха у моря? Так, у них и здесь есть такой столик с панорамными окошками, можно сказать. Давайте глянем. Ну да, вон он пляж. Так, ну, у меня номер, походу, рассчитан на маленькую семью. А здесь большой такой номер. Давайте глянем на ванную комнату. Ну да, и ванная тут прям попросторнее. Так все это выглядит. Ну, друзья, вот такие, в принципе, номера здесь в отеле. Для тех, кому интересно. Как отель называется, честно говоря, я даже не помню. Не знаю, как он называется. Если вдруг ты захочешь остановиться, я просто оставлю номер на экране. Звоните, сами все спрашивайте, сами все уточняйте. Я еще хочу разочек выйти на пляж, показать еще разочек обстановку, попрощаться со штормовым и ехать дальше. Но место действительно кайфовое. Мне многие в комментариях раньше писали: Александр, покажи штормовое, покажи штормовое. Теперь я понимаю, почему люди мне писали, потому что, ну, здесь реально одни из лучших пляжей вообще Крыма.
Здесь видели, какая чистая, такая лазурная вода. Мне понравилось. Вот эти бы пляжи перенести к нам в Судак было бы идеально. Но в Судаке тоже неплохие пляжи, тоже хорошие, но здесь прям реально шикарные, широкие, просторные, с такой прозрачной водой, с песочком на дне. Вот этот песочек под водой вообще идеальный. Ладно, друзья, пойдемте быстренько посмотрим, и мне нужно уже торопиться на автобус. Скоро отчаливает мой автобус из Штормового в Евпаторию. Еще разочек выйдем с вами на пляж, посмотрим. Вот здесь такие краники, видите, чтобы ноги помыть от песка. Кафешка вот тут скоро уже откроется, вот они только готовятся еще к сезону. Так, ну мне так нравятся здесь вот эти белые пески в Штормовом. Я, считаю, полюбил песчаные пляжи после Штормового. Но здесь прям реально кайфово. Сейчас покажу вам еще море. Попрощаемся и поедем дальше. Да, кайф. Я вообще думал, что в Штормовом не будет ни одного человека. Я буду один чисто на этом пляже кайфовать. Но, как оказалось, люди сюда едут, останавливаются, здесь живут. Хотя пляжи вот только недавно открыли. Уже, ну как недавно, на днях буквально, друзья, уже люди поехали. Такое море лазурное. Ну, видите, уже семьи купаются. Уже все. Летний сезон начался, друзья. Я уже добрался до Евпатории, и сейчас мы идем на остановку на знаменитые евпаторийские трамваи. Сейчас прокатимся на трамвае в сторону набережной. Хочу посетить сегодня несколько набережных. Здесь их много в Евпатории. Ну и, естественно, посмотреть на пляжи и пройтись еще по самому городу. Ой, все, вот он, прибыл наш трамвайчик. Пойдемте, друзья, на посадку. Так, ну что, друзья, идемте купим билетик и сейчас отправимся в сторону набережной. Вот так выглядят сейчас трамваи Евпатории. Видите, какие новенькие, усовершенствованные. Погнали. Уважаемые пассажиры, вагон следует без кондуктора. Своевременно оплачивайте проезд. За наличный расчет водителя на остановке. Карты через терминалы на поручне. Уважаемый пассажир, добро пожаловать, держитесь за поручень. Уважаемые пассажиры, вагон следует без кондуктора. Своевременно оплачивайте проезд. За наличный расчет водителя на остановке. Карты через терминалы на поручне. Уважаемый пассажир, добро пожаловать, держитесь за поручень. Остановка Гостиница Украина. Конечная. Ну все, друзья, мы доехали. Прикольно, конечно, вот так прокатиться на трамвае. Тем более, что тут трамвайная ветка в Евпатории работает уже более 100 лет. Вы представляете? Ну и считай, это единственный город в Крыму, в котором вообще ходят трамваи на сегодняшний день. Вот так. Поэтому историческая ветка, можно сказать. Но мы с вами прибыли на набережную. Так колесо обозрения вроде бы не работает. Я так хотел на колесе прокатиться.
вид сверху показать. Но оно, скорее всего, вечером только включается. Ну что, пойдемте теперь на набережную. Мы сейчас выйдем в то место, где сидит Геракл, друзья, где скульптура Геракла на пляже. Сначала пойдем туда, прогуляемся по этой набережной. Потом поедем, наверное, на Лазурный берег. Потом еще на одну. Так, светофор. Быстрее переходим. Кстати, видели, когда мы ехали на трамвае, там клумба, она вдоль всей этой ветки растет с розами. Как это было красиво. Но трамваи так быстро, оказывается, едут. Так, ну что, мы сейчас... Так, а я правильно приехал вообще? Что-то, может, мы не туда выйдем, кстати. Что я не узнаю местность, друзья. Сейчас я гляну. Да, туда. Я думал, уже не туда я куда-то приехал. Но давненько в Евпатории мы не гуляли. Достаточно оживленно. Люди ходят, бродят. Но сейчас уже час дня. Самое, так сказать, пекло на улице. И мы вышли с вами на съемку. Ну а что поделать? Пойдем. Евпатория очень зеленый город. Здесь так чисто все, друзья. Обожаю этот городок. Ну, те, кто был в Евпатории, те в курсе, я думаю. Просторные, широкие улицы. Все зелено. Еще выйдем с вами сегодня в то место, где растут розы. Но это возле администрации города. Там такой парк красивый тоже сделали. Обязательно там прогуляемся. Так, ну мы уже по чуть-чуть подходим. Видите, здесь такая идет, друзья, парковая зона. Много деревьев. И круто то, что ты идешь в тенечке. Тоже клумбы с различными растениями. Все ухожено. Мне нравится. И людей прям много, я вам скажу. Мне интересно, что сейчас там творится на пляже. Но мы выйдем и посмотрим. Я думаю, что людей будет многовато на пляже. Как летом уже. Ну, в смысле, как? Уже лето у нас идет. Первые дни лета, друзья. Так, ребенок орет. Давайте подальше от них отойдем, чтобы нам эфир не засоряли. Видите, здесь все выполнено в таком едином стиле. Даже экскурсионные будочки. Прикольно. Вон, я уже вижу, друзья, впереди море. Сейчас осталось перейти дорогу. Финальный, так сказать, у нас парк, аллея. И дальше уже пляж. Ну все, я добрался. Фонтаны нас встречают здесь. Хорошо, что рабочие. Журчание воды, от них прям такая прохлада идет. Ну, сейчас сходим на пляж, потом вот так, друзья, отправимся туда. По набережной прогуляемся. Ну да, здесь жизнь кипит, уже все открыто. Не то, что зимой, когда мы здесь были. Люди ходят. Так, что там на море? Катера, вижу, плавают уже. Александр Михайленко. Здравствуйте, да. Наши подписчики. Спасибо. Откуда вы? Мы из Ялты. А, из Ялты. Сюда приехали на отдых? Да. Ну, понятненько. Ну, здорово. Ладно, давайте, хорошего дня вам. Друзья, даже люди из Ялты едут в Евпаторию. Ну, в Ялте не особо много пляжей, где можно покупаться. Тем более там песчаных нет, как здесь. Так, вон он, Геракл. Обычно возле него все фотографируются. Но если вы были в Евпатории, то, скорее всего, у вас есть оттуда уже фотография с этим Гераклом. Такой фонтанчик самый маленький здесь уже в набережной. Так, ну и пляж, друзья. В Евпатории много пляжей, сразу говорю. Мне больше всех нравится Лазурный берег, который... Туда сегодня тоже постараемся с вами попасть. Ну да, движ пошел уже, все. Лето на дворе. Вот он, друзья, Геракл. Сидит, ждет вас тут, отдыхает.
Так, я не знаю, где здесь, как называются пляжи. Пляж у Геракла его, в общем, назовем. Так, давайте к воде хотя бы подойдем поближе. Ну вот, люди уже есть. Начали уже понемногу приезжать. Ну, вода только-только вот прогрелась, и то до 20 градусов. Для многих это еще холодная. Но для меня это прям уже вообще идеальная, комфортная водица. Так, сейчас посмотрим. Ну, вода такая же, друзья, прозрачная. Посмотрите, как и в штормовом. Ну, кайф, реально, крымские Мальдивы. Глубина здесь тоже такая мелкая. Красота. Для детей здесь вот действительно идеальные пляжи, чтобы приехать, отдохнуть с детьми, искупаться. Ну, если так посмотреть, вон там тоже люди тусуются. В общем, движ пошел, сезон начался в Крыму. Ура! Люди поехали уже. Интересно, что там в Судаке за это время, пока меня там не было. Появились ли там люди? Так, ну что, пляж мы немного посмотрели. Предлагаю, наверное, отправиться нам на набережную, пройтись до администрации и оттуда уже поедем на Лазурный берег. Вот, говорят, в Ялте холоднее? Мы сами из Ялты. Сегодня приехали, когда вы наговоритесь. А вот наговорились. Вы нас смотрите, да? Да, поздороваться. Как в Ялте холодное, а здесь теплое, да? Да. Но здесь мельче море, поэтому, наверное. Я была в Ялте, думала, вот вы встретите Александра. Ну вот, встретили в Евпатории. Вообще в шоке. Кстати, Так, а вы сами в Ялте живете, да? Нет, я вот. это моя подружка. Алтайский государственный университет. Ничего себе, из Алтая вы, да? Да. Круто. Алтайский край, Вот Барнаул. я мечтаю попасть на Алтай когда-нибудь. А вы с Урала, да? Я с Ялты. А, с Ялты. Нет. Понятно. Ну, круто. Здорово. Спасибо вам, что смотрите. Спасибо вам за ваш труд. Всё. Очень ценный. Побежим Интересно, дальше. Основательно. Спасибо. Хорошего вам отдыха. Спасибо. А- Пригласить надо вас на А, Алтай. да. Я там У нас 15 лет жила. есть курорт Белокуриха. такой же. Как и Белокурь? Белокуриха. Белокуриха, ага. Приезжайте. Приедем обязательно, потому что там давно хочу побывать. Все, давайте. Так, друзья, ну что, нужно и на Алтае нам как-нибудь побывать. Все, погнали на набережную. Мои туристы, каждый пятый тебя знает. Все на тебя подписаны. Спасибо тебе огромное. Так, а вы из Евпатории сами, да? Конечно, я вон экскурсию. А, вы экскурсии проводите, Спасибо понятно? тебе, Сашенька. Спасибо огромное. Спасибо за твою работу, за твою любовь к нашему Крыму. Но он уже и твой. Спасибо, что смотрите. Слушай, сколько тебя ловила, не могла тебя поймать. Ну Я вот. сейчас глазам своим не поверила. Только читаю, был в штормовом. Он уже у нас. Да, уже у вас. Санечка, удачи тебе, удачи, милый. Всех благополучия, всех господних Спасибо. Туристы на благословений. экскурсии есть? Есть, конечно, да. А куда экскурсии вообще водите? По Расскажите. всему Крыму. Ага, по Даже всему ваш Крыму. Судак есть, да. О, Судак, круто. Новый Свет, Севастополь, Бахчисарай, Ялта. Все показываем. Ну Всех вот, друзья, ждем, кто всем хочет рады. на экскурсию из Евпатории, где ваша точка находится? Вот она. Пожалуйста, Геракла. А вот, друзья, прям у Геракла. Подходите сюда и отправляйтесь в любую точку. Так, а как вас зовут? Меня зовут Ирина. Ирина. Все, друзья, запоминаем. Да. Да. Саша, спасибо огромное. Давайте. Встречи с тобой. Счастливо. До свидания, удачи. Вот, друзья, тоже наши зрители из Евпатории. Экскурсия, кстати. Кстати, очень много сейчас твоих подписчиков. А я уже встретил тут Я им несколько. предлагаю экскурсии, они говорят, мы смотрим Сашу, мы увидели то, мы были там. Я говорю, слушайте, ну надо ехать. раз Нужно Саша вам своими показала глазами наши видеть, да. места. Санечка, еще раз спасибо. Давайте, счастливо. Так, друзья, воробей купается в фонтане. Видите, как жарко на улице, что даже воробьи приехали. Говорю, прилетели искупаться в водопаде. Так, ну мы сейчас прогуляемся по набережной. И попутно будем также заходить на пляжи. Там есть выходы на пляжи. Сейчас узнаем цену на шезлонги в Евпатории. У нас в Судаке стоит 500 рублей целый день, друзья. Сколько здесь будет стоить? И то мне сказали, что это дорого. Когда я проводил прямой эфир из Судака, сказали, что 500 рублей за день это дорого. Мне кажется, что это приемлемая цена. Вы с утра берете шезлонг и до вечера на нем
Лежите, загораете, отдыхайте. Но я вообще не понимаю, зачем брать шезлонг, если вы едете на море. Потому что нужно лежать на песочке, греться на нем. У нас тем более в Судаке кварцевый лечебный песок прогревает все тело. Сразу излечитесь от всех болезней, если вы болеете, естественно. Поэтому я больше предпочитаю вот так. На полотенчике, просто на гальке, на песочке посидеть, полежать. Но люди любят комфорт, им нужны еще и шезлонги. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Все, мы вышли на такую пешеходную зону. Это что-то по типу, ну, набережной. Правда, моря здесь особо не видно. Просто идешь вот так. Здесь кафешки, красивые здания сейчас будут с архитектурой. И там еще чуть дальше будет тоже такой прикольный фонтан. Да, в Евпатории, конечно, жизнь уже кипит. Нужно, по идее, на днях съездить в Ялту, посмотреть, что у нас в Ялте происходит. Я думаю, там вообще будет забита Ялта полностью в эти дни, если уже столько людей в Евпатории даже. Так, друзья, ну что, я вам желаю хорошенько в этом году отдохнуть в Крыму. Приезжайте, вообще неважно, в любой город. Судак, Феодосия, Ялта, Ушта, Штормовое, даже такие поселочки. Приезжайте, отдыхайте, просто наслаждайтесь, купайтесь в море. В общем, всех буду рад видеть своих зрителей, особенно вот так, вживую, в жизни, друзья. Подходите, не стесняйтесь, сделаем с вами совместные фоточки на память. Ну, а мы идем гулять дальше по Евпатории. Красивый, конечно, город, мне очень нравится. Вообще мне все города, все поселки в Крыму нравятся, куда бы я ни поехал, не знаю почему. Все люблю. В каждом городе, поселке там находишь что-то такое свое, уникальное. Розы, друзья, посмотрите, какие шикарные, прям такие красные-красные, темно-красные. Очень красиво. Кинотеатр 7D. Здесь очень много различных вот таких развлечений для детей, экскурсий по городу. Так, ну осенью я еду на месяц в Севастополь жить, а после Севастополя, наверное, следующий город, где я поселюсь на месяц, это будет Евпатория. Потому что город тоже достаточно большой, много интересных мест, которые, ну, невозможно посетить за один день, друзья. Здесь именно нужно месяц жить и каждый день куда-то выезжать. У меня есть знакомый экскурсовод из Евпатории. И вот мы месяц, я его заставлю ходить по Евпатории, снимать видео. Будем вам экскурсии проводить. Но если вам такой формат будет интересен. Если не будет интересен, то не будет экскурсий. Так, сейчас выйдем на какой-нибудь пляж. Здесь вот справа пляжи идут, друзья. И узнаем цены на шезлонги вообще. Почем здесь, что в этом году стоит. Так, решил зайти еще в парк Миниатюр. В прошлый раз нам не удалось сюда попасть, потому что он не работал, насколько я помню. Взял еще корм. Тут какой-то еще кроликопарк на территории, мне сказали. Сейчас покормим кроликов. Так, ну что, друзья, парк Миниатюр. Здесь, ух ты, я уже вижу нашу Судакскую крепость. Ну, давайте прогуляемся. Это вокзал ЖД Симферопольский, друзья. Так, ну слушайте, прикольно так смотреть на здание в миниатюре, особенно когда ты здесь бывал вживую. Симферополь. Так, ну здесь можно часами ходить, все это рассматривать дело. Я долго задерживаться не буду, у меня время ограничено. Так, это что у нас? Какой-то собор, храм. Давайте прочитаем. Наверное, Севастополь. А тут Крымский, либо... Нет, Александро-Невский собор в Симферополе. Немного ошибся. Так, ну да, здесь все, по идее, крымские здания, как я понял. Вот она, обсерватория, друзья, в поселке Научная. Вот здесь я был. Я прикасался вот к этому огромнейшему телескопу. К нему, правда, не пускают, но нас в тот вечер пустили. У меня даже есть фоточки, я в Телеграме публиковал. Прям возле огромнейшего телескопа. Так, а что здесь еще? Ух ты, вот это в Евпатории
мечеть находится. Здесь я тоже бывал. Так, мечеть Джума Джами. Мы ее сегодня будем проходить. Я вам покажу ее реальную величину, так сказать. Ну, необычно. Вот, ух ты, Ханский дворец. Пойдемте смотреть. Вот он, Ханский дворец. Интересно, открылся ли он с реконструкцией, либо еще нет? Потому что сколько там можно делать эту реставрацию, реконструкцию, уже года 2 или 3. Но Ханский дворец вживую, конечно, очень красивый. Так, это Графская пристань в Севастополе. Я недавно там бывал. Также насчет цен, кстати, цена взрослый 1000 рублей в этот парк стоит, а корм 100 рублей. 1100 рублей у меня ушло. Так, здесь непонятно, что здесь просто какие-то скульптуры стоят из различных мультфильмов, сказок, фотозоны. Так, ну, здесь будет интересно прям детям. О, смешарики. Смешариков одобряем. А где кролики? Я хочу кроликов покормить. Так, ну здесь двое из Ларца. Здесь все, короче, такие персонажи, которых мы видели в детстве. Про бобров, помню, этот мультик популярный был. Гриффины. Лунтик. Кто смотрел Лунтика? Но если у вас есть дети, они по-любому смотрели его. Кто тут печальный стоит. Маша и Медведь. Простоквашино. Мадагаскар. История игрушек. В общем, я все знаю, всех персонажей. Черепашки-ниндзя. Ладно, пойдемте искать кроликов. Я еще хочу Судакскую крепость подетальнее рассмотреть в миниатюре. Потому что мне с этой штукой ходить неудобно. Так, ну парк кроликов, наверное, в другой совсем стороне. Не туда мы с вами зашли. Мы зашли сюда, к персонажам сказок и мультфильмов. О, ну погоди. Это прям кадр из мультфильма. Ага, вот там кролики или нет? Я вон вижу просто там изображение кролика. Идемте посмотрим. Самый маленький кролик весит 300 грамм, а самый большой 12 килограмм написано. А, тут что, самим можно заходить? А, да, друзья, тут сейчас я камеру в другую руку возьму и с вами зайдем. Брать кроликов на руки запрещено, а мы их просто покормим. Так, друзья, вот они, кролики, посмотрите, может кролика завести дома? Ну да, им сейчас жарко тут, конечно, на улице жара, бедные кролики, как вы тут выживаете, нате морковочку. Ух ты! Ну, мы дома, кстати, раньше тоже держали кроликов, друзья. Держи, держи, ешь. На. Блин, прикольно. Ух ты, какой необычный крольчонок, на. Пушистый. Так, ну я сейчас всю морковку тут скормлю, держи. Ой, друзья, смотрите, кто ко мне прибежал. Так, дай. Ой. На и тебе. Держи. Все, дал ему морковочку, он скакал сразу. Здесь их очень много. Вот они в клетках сидят, вот этот вообще здоровый. Так, не фокусируется на нем, во. Прям здоровые кроли. Ой, смотри, как спит. Так, фокусируйся. Сейчас, друзья, приближу.
Уснул. Ух, ее не пугайся. Так, дайте морковочки тоже дам. Ой, падает. На. Держи. О, друзья, смотри, какие маленькие крольчата. Держите, ешьте. Так, пролазь. Так, держи. О, упала, сейчас подам. На. Держи, и тебе. Ага, что упало, то пропало. Здесь уже кролик сидит, ест ее. Так, я хочу найти прям самых маленьких крольчат. Или это были самые маленькие? О, вон, друзья, сидит там, смотри, какой маленький. Блин, прикольно. Такие прикольные кролики. Дома же заводят кроликов или нет, декоративных? Как кошки они живут у людей. О, какие. Хочется, конечно, всех накормить. Но жаль, что это невозможно. У них есть вон еда. Их кормят здесь. Ух, какой здоровый, друзья. Старый кроль. Привет. Да, я тебе тоже дам. На, ешь. Так не пролазит. Так, где еще крольчата? О, вот они здесь спят. Так, главное крольчиха. Ну-ка, она отберет у маленьких морковку. Нет, на, дай маленькому поесть. Ага. Все, забрала морковку. Дети голодные. Держите. Держи. Так, держите еще. Ой. И вот еще. Ух, какой у него окрас беленький. Это тоже какой-то здоровый кроль. Так, друзья, ну прикольно, что я могу сказать. Вот так походить, покормить кролей. Хоть у меня самого были кроли в детстве, мы их держали. Но не знаю почему, прикольно, мне очень нравится крольчата. Еще и выглядит так прикольно. Так, ну тут были маленькие, я хочу еще маленьких подкормить. Что они прям такие малютки. На. Ага, они уже не хотят. А, вот захотел один, на. Ешь. О, вот смотри, какие маленькие. Так, а большой не даст им. На морковку. Маленькая, малютка, бери. Ага. Держи. Одному маленькому дали. Так, здесь тоже вот просят морковку. Так, я хочу второму маленькому дать. На. Бери. Не хочет, на. Ух, большой почуял запах морковочки. На. Да беришь ты. Они там одну морковинку едят. Вот маленький, на. Все, забрал. Тут семейство пушистых кролей. На. Видите, они берут морковку, сразу убегают. Держите вам большую. Идите ешьте, на.
Смотри, как ноги раскинул. Так, ладно, друзья, слишком мы тут задержались на этих крольчатах. Вот еще маленькие. Пойдемте дальше. Но слушайте, это очень прикольно и затягивает кормить кролей. Не знаю, мне прям безумно понравилось. Теперь, когда буду в Евпатории, я всегда буду посещать этих кролей, кормить их. Потому что реально прикольно. Так, ага, большая проснулась. А тебе не дали? На. Так, вот один. На. И тебе. Держи. Вот, держи. Так, ну все, морковочка закончилась, крольчата. Вот кусочек остался, держи. Все. Так, у него упало, не роняй. Ага, большая отобрала, все. Так, друзья, что я могу сказать? Кролика-парк, это прикольно, оказывается. Я думал, мне не понравится, но мне очень понравилось. Такие кролики прикольные. Ладно, пойдемте дальше. Сейчас посмотрим на Генуэзскую крепость в миниатюре. И дальше на набережную. Ух ты, смотрите, это храм-маяк в Малореченском. Я вам его показывал вживую. Вот так он здесь тоже есть, оказывается. Круто. Так, друзья, ну каждое здание я вам показывать не буду. Дворец княгини Гагариной очень похож на Массандровский дворец. Смотрите. Вот здесь у меня растут два таких здоровых кипариса на входе. Ну, прикольно. Так, ладно, идем смотреть крепость и все. Не могу пройти мимо. Алушта курорт. Мы тоже здесь были. Вот она, Генуэзская крепость. Ну, похоже. Что здесь сказать? Вот они, центральные ворота. Через них вы попадаете на территорию крепости. Потом идете вдоль стен. И потом вон туда, в эту башню, делать фоточки из окна. Ну и смотреть на виды. Ну, прикольно. Мне понравился парк миниатюр. И кролики очень понравились. Но нам нужно идти дальше. Погнали гулять дальше. Аэропорт Симферополя. Жаль, что пока не работает. Но надеюсь, что скоро откроется. И у нас будет снова авиасообщение. Можно будет даже куда-то вылетать в какие-то города. Где-то делать съемки видеороликов уже по территории России, по всей. Друзья, вы помните, при прошлом посещении Евпатории мы говорили, было бы круто, если бы здесь начали реставрацию вот этого здания, потому что оно буквально рассыпалось. Там и трещины вон, и лепнина начала отваливаться. И, как видим, реконструкция здесь начинается. Это хорошо, потому что здание с очень красивой архитектурой, его восстановят, и оно будет дальше продолжать радовать наши глаза. Очень доволен. Вот такая мелочь, а приятно. Круто, что начали здесь восстанавливать эти здания. Так, ну мы идем в самый конец, и там будет поворот налево, и он как раз выведет нас до здания администрации города. И оттуда я уже поеду на пляж Лазурный берег. Так, давайте здесь хотя бы на пляж тоже выйдем, посмотрим, что здесь вообще есть интересного. Здесь уже такие более дикие пляжи, я вам скажу, потому что, как вы видите, здесь нет шезлонгов, люди просто приходят и отдыхают на своих полотенчиках, просто загорают, кайфуют на берегу моря. Ну а что еще нужно для отдыха? Мне казалось, что в этой части всегда шезлонги стояли. Вон я вижу вдалеке пару шезлонгов. Но обычно весь пляж ими заставлен был. А здесь сейчас, видите, свободно. И здесь в прошлом году, зимой, когда мы были, лебеди плавали. Сейчас лебедей я здесь не вижу. Видите, многие в тенек попрятались. Ну, потому что на солнце реально жарко. Солнце прям печет сегодня. Крым, июнь 2025, друзья.
Здесь тоже такая клумба красивая, с живыми цветами. Вот так. Молодцы. Вообще Евпатория прям реально чистый городок. Вот я иду, реально все чисто, все так ухожено. Прям приятно просто гулять по городу. Тоже здания различные с красивой архитектурой. Поэтому в Евпатории тоже нужно побывать обязательно. Если бы я приезжал в Крым на отдых, я бы, наверное, каждый год, когда ехал на отдых, выбирал бы разные города. Допустим, всего в этом году в Судак, на следующий там в Ялту, потом в Алушту. И так бы узнавал по чуть-чуть Крым. Ну, а так я живу в Судаке. Для меня это вообще самый-самый лучший город. Самый любимый, самый родной. А вот так выезжать можно. Тем более сейчас, когда лето, когда уже все заведения открыты, когда есть люди, когда можно в любое время, в любой момент искупаться в море. Ну все, друзья, я уже подхожу к администрации города. И отсюда сейчас мы отправимся на пляжи, на другие. Вон они, розы цветут, как красиво. Видите, тоже такие поставили домики. Это летняя ярмарка, и в Судаке у нас стоят, но у нас немного другой дизайн. Вот эти мне побольше нравятся, чем наши. Не знаю почему. Такие маленькие, миниатюрные. Все одного тона. Красиво. Так, тут тоже где-то был фонтан. Сейчас посмотрим, работает он или нет. Да, работает, я уже звуки слышу. Давайте сначала к розам. Экскурсию вон проводят людям. Достаточно много людей на экскурсию собирается. Вот, друзья, посмотрите, какая красота, какой здесь куст роз. Выглядит очень круто. А какой аромат! Эта роза похожа на нашу судакскую. Вот здание администрации уже. Это администрация города. Друзья, и вон там здание тоже, видите, реконструкция идет в соседнем. Про него мы тоже тогда говорили. Слушайте, ну вообще молодцы, что взялись за фасады вот этих исторических зданий, что проводят реконструкцию. Это прям отличные новости. Что в будущем будем смотреть на них. Так, ну здесь проходит экскурсия. Давайте не будем им мешать. Сначала сходим в сторону фонтана. А потом уже в другую пойдем. Евпатория, город детства. Это правда, что город детства, потому что я, когда приехал в Крым, я о Крыме знал, что здесь есть город Евпатория и город Ялта. Все. Это были все мои познания о Крыме. И каким-то образом я стал еще крымским блогером, ничего не зная про Крым. Как так получилось, я до сих пор не знаю. Но Крым я очень полюбил. И теперь я даже здесь живу. Поэтому я очень счастлив и рад этому. Так, ну ладно, идемте. Мне нужно вызвать такси, чтобы доехать. А куда мне встать только, чтобы его вызвать? Наверное, на соседнюю сторону, потому что нам ехать в ту сторону придется. Сейчас прямо возле администрации стану. Так, экскурсия еще не ушла. Ну, а здесь, друзья, памятник Дувану, мэру города. И, видите, он держит здание, администрацию себе на руках. Городской голова Семен Эзрович Дуван. Посмотри, как выглядишь ты, как оборвать.
здесь уже здание театра. Тоже с такой красивой, необычной архитектурой. Так, давайте посмотрим, что вообще у нас за представление. Легендарный «Мастер и Маргарита». Ой, это еще театр имени Александра Сергеевича Пушкина. У Пушкина же на днях, друзья, был день рождения. Считай, попали. Так, Виктор Логинов. Ну, все мы его прекрасно знаем. Замечательный актер. 29 июня будет спектакль. Так, музыкальная кинопанорама. Балет «Дон Кихот». Московский государственный академический театр. Русский балет имени Гордеева. Песня остается с человеком. Шлягеры 60-х, 70-х годов. Ну, прикольно, есть на что сходить в городе. Жаль, что у нас в Судаке нет театров. Трамваи тут ходят. На фоне таких зданий красиво смотрится. Так, ладно, идем, наверное, на ту остановку, где автобус стоит. И оттуда уже буду как-то добираться. Можно, в принципе, на автобусе доехать, но его ждать придется. Тем более, я не знаю, какие автобусы куда здесь ходят. Поэтому мне проще вызвать такси и быстренько туда доехать, чтобы не терять много времени. Так, ну что, друзья, добрался я до пляжа Лазурный берег. Видим, парковочка уже вся подзабита. Сейчас пойдем посмотрим на обстановку на пляжах. Один из таких шикарных пляжей Евпатории. Если здесь будете, то обязательно посетите. Но видите, в чем удобство того же штормового. Ты вышел и на пляже сразу оказался. А здесь, конечно, нужно уже вам на автобусе добираться. Пешком, конечно, далековато сюда идти. Но зато здесь сервис какой-то. Здесь на пляже есть все, о чем вы можете себе представить и подумать. Пляж также песчаный, море чистое. Но вот такая красота. Все в таких беленьких тонах. Мне очень нравится. Когда я впервые здесь был на пляже, я прям в него реально влюбился. Потому что сделали шикарную зону отдыха для людей. И многие едут именно сюда, потому что здесь все благоустроено, здесь все комфортно, удобно, и кафешки есть, и шезлонги, и зонтики. Но здесь и большое количество людей, друзья. Для тех, кто такого не любит, то вам штормовой. Те, кто любит народ, тусовки, то вам, наверное, сюда уже. Так, я хочу добраться к морю, посмотреть, что у нас на море происходит. Да, ну людей реально здесь много. Ну, каждый шезлонг, вот первые 3 линии, друзья, они заняты. Каждый. А вот мы сейчас и узнаем цену здесь, на шезлонге. Сколько здесь все это стоит. Так, сейчас выйдем к морю. Ну все, теперь сезон точно пошел уже. И в море люди ныряют, купаются. Так, ну здесь и банан есть, можно и на банане прокатиться, кто хочет, и просто покупаться. И спуск для маломобильных людей есть. Вон в конце он. Друзья, посмотри, какая чистая водичка сегодня. Вообще кайф, тоже такая же лазурная. Ну, действительно, крымские Мальдивы. Здесь по-другому и не скажешь. Купаться я уже сегодня не буду. Уже буду выбираться скоро домой. Ну, пляж, друзья, красивый. Мне прям нравится. Единственный минус – это количество людей. Потому что хочется находиться одному на таком шикарном пляже. Но летом это, к сожалению, невозможно. Летом будет много людей. И это только-только вот начался сезон. Представляете, что будет дальше? В июле, августе, когда именно пик курортного сезона летнего, когда именно все поедут. Конечно, да. Людей будет в этом году очень много. Если их уже столько. А сегодня... Что у нас сегодня за день? Не помню, что сегодня за день даже, друзья. Так, ну, я предлагаю нам, наверное, пройтись по Лазурной набережной в ту сторону.
Сейчас пройдемся, прогуляемся, вообще посмотрим обстановку еще на этой набережной. И в конце, если у меня останутся силы, я хочу еще попасть на набережную имени Терешковой. Сейчас еще туда с вами поедем. Но сначала погуляем здесь. Так, пойдемте узнавать цену на шезлонги. Так, друзья, я узнал цену на шезлонг. Угадайте, сколько? Да, так же, как и у нас в Судаке. Стоимость шезлонга 500 рублей за целый день. Почему-то, мне кажется, стало дешевле. В прошлом году брали за час, за 3 часа там такие суммы. В этом году 500 рублей ты можешь снять шезлонг под вот таким зонтиком в тенечке всего за 500 рублей. Кстати, в штормовом шезлонг стоит 150 рублей, если вы хотите снять. Имейте в виду, там вообще самые такие низкие расценки. За день 150 рублей за шезлонг. Здесь 500 рублей. Но это Евпатория, здесь очень много людей. Но я считаю, что цена приемлемая. Это недорого. Заплатить за шезлонг на таком пляже 500 рублей всего. Так, ну все, я иду в сторону набережной. Сейчас прогуляемся по самой набережной, посмотрим обстановку там. Но пляж шикарный здесь. Мне очень понравился, как и в первый раз. Ну, сейчас зайдем что-нибудь еще возьмем попить холодненького. Очень хочется пить. Друзья, тут также есть все необходимое. И души, и туалеты. Все это бесплатное. Уже входит в стоимость, я надеюсь. Ну да, вот они туалеты бесплатные. Вот. Здесь ноги от песочка помыть, чтобы в машину с песком не лезть потом. Вода есть. Напор хороший. Поэтому пляж полностью обустроен. И это радует. Так, друзья, ну вот смотрите, центральный вход этого пляжа на Лазурный берег. Вот такой шатер. И здесь начинается уже парковка. Что я могу сказать? Все парковочные места уже заняты здесь. Чтобы вы понимали. Тут сколько рядов? 1, 2, 3 или 4 ряда. И все уже заняты автомобилями. Вот так. Я хочу просто дойти сюда до озера. Как говорили, в нем тоже якобы лечебная грязь есть. Но я хочу вам показать просто стройки, которые здесь сейчас идут. Евпатория также активно развивается. Идет стройка новых ЖК комплексов. Вот эти, конечно, прикольные. Вот они, видите? Вот на фоне за озером. Ну, можно сказать, практически на берегу озера, на той стороне. Вот это все новострои. Это все новенькое строится. И вон уже там какой-то разноцветный комплекс тоже строится. Такой с виду он прикольный. Это только в этой части Евпатории. Еще там на въезде тоже очень много строек идет. Поэтому город становится больше. Больше квартир. И еще бы снизили ипотечную ставку, чтобы можно было бы ипотеку брать на квартиры. То сейчас процент большой. Но у кого есть наличные такие деньги, то могут брать. Будете приезжать сюда купаться на пляж Лазурный берег. Ну, друзья, как-то так. Сейчас вам покажу ряд, докуда машины идут. Но они идут вон. Видите, там тоже стройка какая-то. Вот до того здания идут машины. Там просто уже набережная начинается. Там негде их парковать больше. Различные регионы. 197, 790, 77. Но это все московские вроде бы. 797. Так, 45-й регион. 790. 82-й это крымские. 198-й. 193-й вон. Короче, регионов очень много. Реально едут со всей России. Но я рад. Хорошего вам отдыха всем, кто приехал в Крым. Хорошенько вам отдохнуть, чтобы ваш отдых запомнился вам на всю жизнь. Вот так, друзья. Уже прям заметно. Даже у нас в Судаке уже эти машины, уже пробки по чуть-чуть образуются. В общем, на машине лучше в город не выезжать. В Судаке у нас. Чтобы в пробках не стоять. Ага, набережная вот она отсюда начинается. Они ее аж до сюда продлили. Получается. Вот, друзья. Машину пропустим. Такси Максим. Ох, не задавите меня. Так, ну,
Можно сказать, что отсюда и начинается набережная Лазурный берег. Я сейчас буду идти по этой набережной. Конечно, всю я проходить не буду, потому что меня тут хватит солнечный удар. Уже мне очень жарко. Ну, половину где-то пройдем, я думаю. Ух ты, какой красивый пляж. Но они только ведут подготовку к сезону. У них такие прикольные, я даже не знаю, как их назвать, эти штучки. Сейчас вам постараюсь их показать, если будет открытое пространство. Беседки, во. Смотрите, вон они какие стоят. Необычные. Так, ну, красивый пляж. Вот эта стена, друзья, ее сделали, видите, вот она справа, которая стоит. Зимой сильные ветра со стороны моря. И эти ветра, они гонят песок. И для того, чтобы песок не попадал на набережную, и построили эту стену. Потому что многие жаловались, когда ее увидели, когда я впервые здесь обзор делал. Зачем эта стена? Лучше бы открытая сделали пространство. Но, друзья, если бы было открытое пространство, вот здесь все было бы засыпано песком. Я помню, мегашторм, когда был, он нанес и так сюда на набережную песка, его убирали. Вот он еще в клумбах остался, песочек этот. Но реально очень много его было. А сейчас, благодаря стене, ветра его не могут сюда перекидывать на набережную. И поэтому набережная сейчас чистенькая, здесь плиточка, вы идете комфортно, наслаждаетесь. А так вы ходили как по пляжу в песке. Тогда и смысла не было строить эту набережную. Так, ну здесь тоже высадили деревья, цветы, розы. Все это вырастет в будущем и будет от этого тень. Родничок какой-то, пляж. Наверное, от какого-то санатория. Очень много детских площадок здесь, очень много спортивных на этой набережной, кафешки. В общем, есть все, друзья. Набережная Терешковая у нас же открылась. Сейчас на нее тоже поедем. На нее обязательно нужно будет заехать, посмотреть. Ну, Евпатория, конечно, круто. Поэтому всем рекомендую, приезжайте. Пляжи здесь вообще отменные. Нужно как-нибудь приехать, чисто поваляться на этих и покупаться на пляжах. Без съемок, без ничего. Чисто отдохнуть. И вот здесь, видите, друзья, тоже вот где парковка, все уже забито машинами. Поэтому, если в эту сторону поедете, то лучше езжайте с утра, пока еще будут свободные места. Парковки здесь бесплатные, платить вам ни за что не нужно. Ставили машину и пошли купаться в море. Так, ну давайте я чуть немного дальше пройдусь, и там уже сделаю включение. Лазурная набережная в Евпатории, друзья. Вот такая здесь красота. Качельки поставили. Можно сидеть, качаться, кайфовать. Так, ну там какой-то, конечно, заброс, выглядит печально. Надеюсь, восстановят это здание, и будет там либо санаторий, либо гостиница. Но в любом случае лучше, чем просто заброшка будет стоять. Так, ну, идемте. Тут, конечно, на велике хорошо, либо на самокате, потому что идти далеко, а по жаре, друзья, ходить, ой, как не хочется, лень. Я уже сегодня столько находил, мне кажется. Нужно будет посмотреть потом километраж. А еще как вспомню, в Судак ехать. А в Судак мне ехать часа 3, наверное, 4. Ё-моё. Может быть, завтра этот ролик вы не увидите, послезавтра. Потому что я приеду где-то в час, в 2 ночи. Только домой, я не успею его физически смонтировать. Так, вот такая спортплощадка с различными тренажерами. Детская площадка. Ну, я рад, что Крым развивается. Это самое главное.
чтобы люди приезжали, чтобы люди были довольны своим отдыхом у нас здесь, в Крыму. К сожалению, деревья не все здесь принялись, которые высадили на набережной. Но я надеюсь, что вместо них высадят новые. Некоторые вот прижились, чувствуют себя хорошо, зелененькие, стоят. Так, мы идем по той части, где на великах, на самокатах гоняют. Нужно идти вот здесь поближе. Точно нас собьют ненароком. Вот тоже прикольная детская площадка в виде корабля. Вот у нас в детстве вообще не было таких детских площадок, таких аттракционов. Мы бы здесь целыми днями на них залипали. Ну, а детям сейчас интересен компьютер и телефон. Сейчас даже компьютер не интересен, все в телефоне сидят. Да, у нас детство было без телефонов. Тогда еще не было сенсорных вот этих айфонов. Мы на улице с утра до ночи проводили время. Сейчас, конечно, у детей все по-другому. Так, ну вот деревья некоторые, видите, прижились, зелененькие стоят. Будем надеяться, что они дальше будут расти и будут радовать нас своей зеленью. Вот здесь уже хорошо выросли. Смотрю, и платаны вон посадили, как у нас в Судаке. Так, ну я уже дошел, наверное, до середины. Я еще не разбираюсь, где тут середина, где нет. Так, а как бы мне попасть на набережную имени Терешковой теперь? Вот что я не знаю. Отсюда реально дойти? Либо где она? Я просто территориально здесь не особо шарю, друзья, в Евпатории. Так, ну давайте сюда заглянем на пляжик. Вот люди отдыхают, купаются. Вон там дальше людей в море много. Давайте туда сходим. Посмотрим, что там. Вот люди спортом занимаются. Конечно, в такую жару опасно, наверное, спортом заниматься. Потому что реально инсульт может случиться. Лучше вечерком, когда уже солнце сойдет, когда будет прохладнее, чем сейчас пекло. Так, вообще я бы отсюда сейчас уехал, вызвал бы такси сюда и на набережную Терешковой поехал. Там, кстати, стоит вон такси. Ладно, давайте дальше сходим немного. И потом уже оттуда будем выбираться. Ой-ой-ой, друзья, реально жара. Не могу ходить. А вот вам тоже ценники. Так, ну здесь услуги пляжа 50 рублей. Шезлонг 250 рублей. Семейный лежак 800. Комплект. Зонт плюс 2 шезлонга 900. Шезлонг с матрасом 350. Зонт 500. В Ангало не написали сколько. В смысле зонт 500? Просто зонт, значит, будет. Просто тень, друзья, 500 рублей на пляже. Поэтому берите свои зонты. Так, где-то в этой части было много людей, прям в море. Чуть дальше еще. Сейчас выйдем, посмотрим. Так, а здесь еще музыка играет. Здесь я даже снимать не смогу под музычку. Так, проходим. Нужно что-то самому спеть, чтобы нам не прилетели авторские права. Также на следующий пляж нужно выйти. Но здесь тоже достаточно много людей на этом пляже. Спасатель. Когда-то я также работал спасателем на пляже в поселке Морское у нас под Судаком. И потом я работал спасателем уже в самом Судаке, в детском лагере. Там, где сейчас апартаменты «Атлас» построили. Вот там были пляжи детских лагерей, там я работал. Так, я прям туда, наверное, идти не буду. Отсюда сейчас посмотрим вообще, что происходит.
Ну вот, друзья, люди купаются, люди отдыхают в море. Видите, ограждено буйками для взрослых, вот для детей прям сделали небольшой такой бассейн. Ну все, пляжи уже начинают наполняться людьми, сезон уже стартовал. Все, друзья, мы с вами перемещаемся на набережную имени Терешковой. 3, 2, 1, вперед! Ну что, я на набережной имени Терешковой, друзья. Вот так здесь выглядят пляжи, море. Видите, там и дети занимаются парусным спортом. Прикольно, что есть такое в Евпатории. Я знаю, что было в Севастополе только такое. Сейчас, видимо, везде пооткрывалось. Вон дети занимаются, плавают, обучаются. Круто! Так, ну а я дошел до музыкального фонтана. Очень надеюсь, что YouTube не даст мне авторские права за музыку, которая здесь будет играть. Сейчас, друзья, надеюсь, его не выключили перед моим приездом. Только что он буквально работал. Вон там еще дети стоят, они купались прямо в этом фонтане. Но мы сейчас подождем, когда его включат. Видимо, подбирают какой-то трек хороший, я надеюсь. И посмотрим, как он будет работать. Так, друзья, в общем, его включили в таком слабом режиме. Вот когда играла музыка, он так необычно тут фонтанировал. Фонтаны эти в разную сторону брызгали. А сейчас вот просто включили, он просто так работает. Но дети все равно там бегают, купаются. Не знаю, будут ли они еще включать музычку. Хотелось бы посмотреть, как он работает, интересно. Ну ладно, и так хоть посмотрим. Ну, видите, дети довольные, дети счастливые, что могут покупаться здесь в фонтане. Так, ну пойдемте дальше гулять, друзья. Здесь, конечно, сделали очень красивую парковую зону. Все так облагородили, так озеленили. Вон я вижу впереди колесо обозрения. Жаль, что оно не крутится. Они его, походу, только вечером включают, когда в основном все люди выходят на прогулку. А было бы прикольно сейчас с высоты птичьего полета посмотреть на эту набережную. Так, ну сами видите, какая красота. Зеленые газончики, друзья, деревья, цветы, розы. У кого-то свадьба там или выпускной. Нет, свадьба. Он в свадебном платье. Девчонка. Приехали сюда фотосессию провести. Ну, конечно, в такое прекрасное место. Долгое время эта часть, друзья, была закрыта на реконструкцию. Вы помните, сколько? 4 или 6 лет все это делали. Ну, как делали? Начали делать, потом потерялся один подрядчик, второй пропал, не сделал. Но в итоге самое главное, результат, который мы сейчас видим, все довели до конца, до ума. И сейчас здесь такая красота, по которой приятно прогуляться. Так, у них там фотосессия у молодоженов. Поздравляем! Ну, конечно, круто. Тут вон и набережная есть, и вот такая парковая зона, где можно в тенечке прогуляться. И здесь же пляжи еще отсыпали, они здесь очень широкие. Ну, правда, галька еще, наверное, не обточилась штормами. Но все равно пляжи здесь широкие сделали, круто. Вот оно, колесо обозрения. Жаль, что не работает. Хотелось бы прокатиться. Я когда-то на нем катался, но в летнее время вроде бы ни разу. Уважаемые друзья, сделай фото, как в Крыму отдыхают люди с севера. С севера. А откуда вы именно? Ханты-Мансийский округ. Ханты-Мансийский округ. Как вам Евпатория, расскажите? Пацаны, Евпатория, да, лучше, чем в Херсоне. Нравится? Понятно. Ладно, хорошего отдыха. Давай. Давайте, счастливо. Вот, друзья, люди с севера приехали, отдыхают у нас тут. Пивка бахнули, спят на лавочке. Так, я придумал крутую идею, но я ее в Судаке у нас сделаю.
прокатиться на колесе обозрения с GoPro, говорю, с камерой Insta360. Это ж какой интересный кадр должен получиться там. Точно. Приеду в Судак, первым делом сниму такой кадр на чертовом колесе. Только сейчас мне эта идея в голову пришла, почему раньше я не снял. Я ведь уже катался в этом году на колесе и не подумал даже об этом. Тут такие мостики. Под мостиком здесь тоже дороги. Здесь прикольно на велике кататься, либо на скутере. Я помню, брал в аренду скутер и вот здесь по парку гонял. Так, ну здесь всегда собираются любители поиграть в шахматы, в домино, в нарды. Если хотите играть, приходите. Но в основном, я смотрю, в шахматы все играют. Вот, друзья. Ну, здесь клуб любителей играть в шахматы. Молодцы, что собираются, играют. Прикольно. Я бы в шашки поиграл. У меня в шашки никто еще ни разу не выигрывал. Ну, с теми, с кем я играл. Поэтому нужно найти человека, который хорошо играет, и сыграть с ним в шашки. Вот, друзья, это мечеть, которую я вам показывал в парке миниатюр. Теперь она настоящую величину свою. Находится она также возле набережной Терешковой. Вот сама набережная, собственно говоря. Так, ну что, давайте, я думаю, выйдем на пляж и, наверное, уже поедем в Судак. Ехать очень далеко, к сожалению, но нам предстоит это сделать сегодня. Вот, друзья, смотрите, как картина рисуется с мечетью. Красиво. Художники, видите, тоже здесь работают. Так, и здесь сразу храм тоже расположен. Вот он. Тоже очень красивый. Так, тут какой-то певец уже поет. Видите, где к вечеру начинают выходить уличные артисты. Детская площадка. Ну, прикольно. Это практика на набережной, когда строят детские спортивные площадки, чтобы возле моря дети играли, дышали воздухом. Это круто. Так, ну и давайте глянем на сам пляж. Спускаемся, друзья, на пляж. Пляжи здесь все оборудованы спусками для маломобильных людей, что очень удобно. Сам пляж невероятно широкий. Кстати, нет, тут галька обточенная уже, вот она как морская, смотрите. Еще пару штормов, вообще маленькая будет. Уже все, нет острых углов. Ну, вот так выглядит пляж. Очень широкий, конечно. Море здесь тоже чистенькое. Кто-то плавает, но в основном все на берегу. Видимо, для людей еще не совсем теплое море. Для меня уже 20 градусов, это прям теплое, комфортное. Но для многих ждут плюс 25-26. Вот так, друзья. Пляж на набережной Терешкова. Никогда не обращал внимания, оказывается, здесь с набережной очень красивый вид на эту церковь. Вы только посмотрите, друзья, какая красота. Мечеть, к сожалению, так не видно. Она спрятана за деревьями. Вон только башни видны, видите? А вот видно, церковь открывается очень красивой. Да, вообще супер. Вот здесь фоточки нужно делать на закате, либо на рассвете, когда первые лучи подсвечивают ее.
Красота. Так, ну что, друзья, я буду выезжать домой в Судак. Для вас пройдет 1 секунда сейчас, для меня пройдет 3, а может и 4 часа. И я окажусь уже дома, покажу вам, как там моя кошка, моя Муся, как она меня встретит, либо не встретит. В общем, перемещаемся в город Судак. Ну что, друзья, я добрался до Судака. Ура, я дома. Так, ну что, давайте заходить в квартиру. Что там, Муся? Так, тут темно. Муся! Муся! Что, соскучилась за мною? Тогда я воду поставлю. Мусик, идем? О, я Мусь. Мусик. Я тоже соскучился, Мусь. Все, я дома. Тебя кормили, я надеюсь, тут? Приходили тебя кормить? Ой, так, Муся, с рук не прыгай. Дай я тебя подержу немножко. В общем, друзья, вот она, Муська. Так, все, не хочет на руках сидеть. Муся еще не видел много дней. Ну как много? 2 дня. Мусик. Муся, я дома. Ура! Ты рада? Муся, ты рада? Муся. Так, друзья. Давайте вот так лучше включу. Все, на этом моменте я буду завершать видеоролик. Надеюсь, вы его досмотрели до конца. Так, я срочно в душ, я хочу искупаться, просто лечь и ничего не делать. Поддержите ролик своим большим пальцем вверх. Естественно, напишите свои комментарии, подписывайтесь на канал. У нас тут интересно. Скоро... кстати, меня на завтра пригласил Виталий, катер-охотник. К дельфинам поплывем. Поэтому следующий ролик будет уже с дельфинами. Не пропустите его, будет интересно, круто, красиво. Все, друзья, с вами был я, Александр Михаленко. Встречаемся уже совсем скоро в новом видео. Всем пока!